Секрет хорошего настроения любого дачника состоит в хорошей погоде, в хороших продуктах и, разумеется, в хорошем оборудовании, на котором эти продукты дачник может приготовить. А уж если выпадает возможность приготовить не просто продукты, а на живом огне, на хорошем древесном угле, то это и есть настоящее мужское удовольствие. Только об одном хочу попросить вас. Ну, не используйте вы эти жидкости для розжига. Возьмите вот особые специальные брикеты, которые продаются вместе с большим зеленым яйцом. Ведь большое зеленое яйцо – это, по сути дела, керамика. Пропахнет вот этими жидкостями. Ничем не выветришь. Хороший, правильно подготовленный на углевыжигательном заводе уголь практически не дымит. Поэтому я уже могу закатить мой гриль, мою печь на веранду, где, собственно говоря, сегодня мы и будем готовить блюдо, которое я специально придумал для вас. Секрет приготовления сегодняшнего блюда заключается в том, что я собираюсь объединить в одно устройство два моих любимых устройства. Вот это то, которое я полюбил недавно. Оно называется большое зеленое яйцо. А вот это, которое я, можно сказать, с детства люблю. Казан. Вы не верите мне, что казан и большое зеленое яйцо могут работать совместно? Давайте посмотрим. Я тут вот что подумал. Ведь, по сути дела, этот гриль может являться отличной печью, очагом для казана. Ого, посмотрите, как нагрелся, 350 градусов. И мы можем регулировать температуру очень точно за счет вот этой вот заслонки. Посмотрите, закрывается и так. Можно закрыть вот на сеточку. И через сеточку воздух будет чуть медленнее проходить. Фактически можно настраивать и регулировать как угодно. Проще, чем на газовой либо электроплите. Уголь полыхает, уголь разогрет как следует. Я его сейчас вот просто расправлю так, чтобы уголь повторял форму казана. Теперь я возьму казан и поставлю его прямо вовнутрь тандыра. Отлично поместился. И вот что. Здесь есть 3 щели. 1, 2, 3. Этого вполне достаточно для того, чтобы дым от сгоревшего угля поднимался и выходил через это отверстие. Что можно готовить в таком казане? Да намного больше, чем в обычном казане, который стоит по обычному очаге. Ведь этот казан греется не только снизу, но еще и за счет тепла, которое накоплено вот этим куполом большого зеленого яйца. Ох, вы посмотрите, как казан раскалился. Давайте-ка нальем в него немного растительного масла. Масло нагрелось до хорошего белого дымка. Ровно так, как необходимо для того, чтобы приготовить с правильным узбекским вкусом. Что первым положим в казан? Лук, разумеется. Ух! Лук обжарился до золотистого цвета. Пошла в дело морковь. Пусть и морковь немножко обжарится, чтобы запах от моркови пошел. А помидоры? Да что помидоры? Давайте их крупно порежем и туда же. Помидоры должны выпустить свой сок, обмякнуть, и сахар, который содержится в помидорах, он должен немножко закарамелизоваться. Вот не должен оставаться вкус и запах сырых помидоров. Видите, какая отличная зажарочка получилась. Только знаете что, вот я привык такие зажарки сразу солить. Я думаю, что на нее уйдет чуть меньше столовой ложки соли. Тем более, что прямо сейчас в эту зажарку я налью воду. Болгарские перцы. Разноцветные, ароматные. Вот этот зелененький перец, совсем молодой, я бы на самом деле его, может быть, заложил бы и попозже. Но сегодня блюдо у меня особое. А вы понимаете вообще, к чему дело идет? Ведь дело идет к каурме-шурпе. Вот мы пожарили лук, морковь, мы пожарили томаты. Мы даже зелень прямо сейчас опускаем в суп. И не только зелень. И картошку я тоже отправлю в казан прямо сейчас.
Перчики тоже я положу прямо сейчас. И вот даже чеснок. Ну, знаете, 2 головки я не буду. А полголовочки. Отлично. Положу прямо вот так вот. Вы спросите, Сталик, ну если это каурма-шурпа, если с самого начала в кадре ты показывал такую роскошную баранью ногу, то где же мясо? Спокойно, дорогие мои, сейчас все будет. Я мясо только вот немного надрежу. Знаете, для чего надрежу? Да для того, чтобы соль в него проникла как следует, и вот для того, чтобы вырезать здесь кое-что. Посмотрите, с задней части ногу надрезаешь, и вот это вот надо обязательно убирать, если нога будет готовиться целиком. Я сейчас эту ногу посолю, как положено посолю. Я сейчас эту ногу поперчу, как положено приправлю. И зирой, и кориандром, и всем, что Бог послал. Так вот, теперь для этого мяса, отличного мяса, у меня есть отличная идея. Вот решетка из нержавейки. Мы ставим ее над казаном. А мясо укладываем на решетку. Мясо будет готовиться сначала на пару. Сейчас я закрою крышку, и мясо будет фактически печься. Вот точно так же, как в профессиональных пароконвектоматах, которые так любят использовать ресторанные повара. Да у меня он тоже есть. Но вот это мясо, по моему расчету, должно получиться просто роскошным. А что будет дальше, увидим примерно через час. Вот прошел час, может быть даже больше. Давайте посмотрим. Ух, сколько пара. Ну, знаете, внешне мясо выглядит почти готовым. Но мы сейчас проверим его при помощи термометра. Так, здесь показывает больше 60, 65, 67 градусов. Ну, это соответствует средней прожарке мяса. Но учитывая то, что у нас мясо готовилось на пару, это еще не все. С мясом мы еще будем работать. Пока что мясо убираем в сторонку. Убираем в сторонку и решетку. Вот перчатка, используя которую можно прям в угли лезть. Не говоря уж про то, чтобы казан из печки достать. Посмотрите, здесь все готово. Я это отставляю в сторонку и накрываю крышкой. Авось не остынет. Посмотрите, больше часа грелся котел, а угли вполне еще живые. Я их сейчас раскрошу помельче, чтобы они жара побольше давали. Да еще и заслонку приоткрою. И вот теперь поверх этих углей, которые сейчас разгорятся, разогреются как следует, я устанавливаю чугунную решетку. Вы догадываетесь, зачем? Потому что на чугунной решетке, на ярких углях, я доведу нашу баранину до ума. Есть варианты. Можно пожарить вот такими крупными кусками, а можно порезать и помельче, и дожарить, довести до готовности. Я выбираю вариант крупными кусками. Уверен, что он и вам больше будет по вкусу. Вот угли разгорелись. Измеряем температуру. Температура решетки приближается к 300 градусам. Это то, что надо. Вот сейчас мясо, которое мы положим на решетку, зашкварчит и покроется красненькими румяными полосками. Обратите внимание, вот видите срез? На срезе-то соли нет. Конечно, надо посолить. И вот именно этим срезом и положить на решетку. Ну и голяшку. Пусть уж зажарится до румяности, а может быть даже и до хруста. Сейчас из мяса в угли начнут капать соки. Пойдет густой белый дым. И этот густой белый дым должен немножко подкоптить мясо. Создать вот этот вот неповторимый вкус мяса, которое приготовлено и на мангале, и в печи. Что-то между этим. Вот и по дыму вижу, и по звуку слышу, что пора мясо переворачивать. Как оно вам? Вот теперь-то уж точно хорошо. Еще 5 минут, и все будет готово. Вот теперь и по вкусу дыма чувствую, и по звуку слышу, что мясо вполне готово. Вполне, должен вам сказать, готово. Но пусть мясо полежит еще минуточку, а мы все-таки сначала нальем шурпу.
Ну-ка. Вы обратили внимание, что шурпа-то у нас получилась, разумеется, очень густая, но вот на это посмотрите. Вот на эту картофелину. Ведь она не просто сварилась, она запеклась снаружи. Положим ее вот сюда. Сама шурпа у нас получилась очень густая. Правильнее ее назвать даже жидкое рагу. Но уверен, я просто абсолютно уверен, что эта шурпа создаст великолепный аккомпанемент мясу. Настал черед доставать мясо. Вот оно, какое наше мясо. А давайте разрежем кусочек. Посмотрим, как оно в разрезе. Ну как вам? И вот здесь то, что вокруг косточки оставалось совсем-совсем розовым, стало просто отличным. А этот ломтик аппетитный, каков он на разрезе? Посмотрите. Вот такой. То есть полностью готово. И знатоки мяса, те, которые умеют готовить мясо в углях, в тандырах, в печах, могут сказать, что наверняка это мясо получится слишком сухим. Нет, не в этот раз. Потому что весь первый этап приготовления мяса мы его парили. Мясо было пропарено, мясо оставалось сочным, оно практически не потеряло своих соков. Что-то, если и вытекло из него, то вот сюда в шурпу. Но ведь и мясо находилось во влажной среде, поэтому я уверяю вас, что на этот раз все получилось очень сочным. Посмотрите, как легко режется мясо. Мясо очень легко отделяется от костей. Ведь только прикоснулся ножом, а оно уже отпадает от косточек. Что остается пожелать? Мне остается пожелать только больших вам успехов в кулинарно-дачном творчестве и, разумеется, приятного аппетита!